Здравствуйте, друзья! Славянские праздники января. Неиспорченные глобальным потеплением январи давних лет исправно выстуживали все живое, обдували мир ледяными ветрами, засыпали его снежными сугробами. Но это совершенно не мешало нашим далеким предкам сходиться всей общиной на веселых и поучительных праздниках, проводить обряды, следовать приметам и помнить, что в свой срок жизнь возродится и на землю снова придет весна. 6 января турицы зимние превращали мальчиков в мужчин, вводили их в круг взрослых воинов, ответственных за пропитание и безопасность рода. Этот день славяне посвящали одному из самых почитаемых тотемных животных – Туру, соединявшему в себе чудесную мощь Велеса и Перуна. Божественное воплощение Яр-Тура появилось на свет от Велеса и Макоши. Тур считался профессиональным покровителем пастухов, охранителем лесных чащоб и всякого зверья. Посвященный ему праздник полагалось отмечать изобильным пиршеством, песнями и пляской и прочим весельем. Однако гуляниями турицы не ограничивались, гораздо более важной их частью был ритуал посвящения подросших юношей в полноправные члены мужского племени. Чтобы исполнить его, каждый проходящий обряд должен был отправиться в лес, выказать свое умение выжить в лесной чащобе, соорудить себе ночлег, развести огонь, добыть пищу и в конце концов в одиночку убить своего первого крупного хищника. В ходе испытания мальчикам полагалось продемонстрировать не только физическую силу и выносливость, но также умение мыслить стратегически, использовать все имеющиеся ресурсы и не теряться даже в самых отчаянных ситуациях. Пока молодежь соревновалась в мужских умениях, волхвы приносили жертвы Туру, Велесу и Чернобогу, готовили и освещали охотничьи и воинские амулеты и проводили для желающих церемонию братания, для которой турицы также считались особенно подходящим днем. Особым днем был этот праздник и для пастухов, почитающих Тура как своего заступника. На турице община срежалась с пастухом на весь ближайший сезон выпаса, обговаривала условия его труда и соответствующие оплаты. Чтобы закрепить сговор, пастух проставлялся хмельными напитками, а община от себя выставляла угощения. После застолья стадо считалось переданным в надежные пастушьи руки под покровительство Тура. Совсем недавно так еще было в советских деревнях. Хороши были турицы и для гадания. Девушки на выданье старались узнать, какова будет их доля в замужестве, а прочие члены семейства пытались судьбу на предмет благополучия и видов на урожай. 8 января, через день после мужского праздника, приходило время и для женских торжеств, названных соответственно «бабьи каши». Главными фигурами этого дня были повитухи, помогавшие появиться на свет всем, без исключения славянским младенцам. Почтение наших предков к этой профессии произошло от древнего поверья. Новорожденное дитя и принявшую его повивальную бабку судьба связывала крепкой нитью. Бабка несла ответственность за здоровье малыша, становилась как бы его роднёй, принимала участие во всех самых важных событиях его жизни от именоречения до введения во взрослую жизнь. Надо сказать, что должность повитухи общины доверяла далеко не любой женщине. Традиционно она должна была миновать детородный возраст, отчего, собственно, акушерское дело у славян и называлось бабканьем. Само собой, помогать детишкам появляться на свет могла лишь та, кто сама не единожды рожала здоровых малышей. И уж, конечно, к бабканью ни в коем случае невозможно было допустить девственницу. Кроме этого, в повитухах ценилась ловкость и обширные познания в знахарстве и травничестве. Имел значение и моральный облик женщины. Наши предки верили, что неверная жена или просто особо вздорная и сварливая может повредить как здоровью, так и жизненной доле новорожденного. Из тех же соображений принимать роды запрещалось славянкам с темными глазами. Условий, как мы видим, было немало, но уж тех, кто избирался для такого уважаемого занятия, как родовспоможение, в день бабьих каш чествовали от всей души. Со всей деревни в доме повитухи собирались девицы, беременные молодухи и женщины, в ближайший год родившие ребенка, вместе со своими малышами. В дар бабки они несли преимущественно продукты и напитки – выпечку, фрукты, квас и медовуху. Из принесенных яств собиралось обильное застолье, на которое повитуха выставляла главное обрядовое блюдо – особую кашу-рожаницу, сваренную из гречихи либо проса, основательно сдобренную яйцами, сливками и коровьим маслом.
и украшенную ягодами, орехом и маком. Эта каша дала название празднику, и она не только с удовольствием поглощалась женщинами, но также использовалась в ритуальных целях. Один из горшков с главным праздничным блюдом разбивали во дворе на счастье и здоровье всех новорожденных деток. Из другого настойчиво угощали всех молодых отцов, и не напрасно. В этом горшке каша была сюрпризом. В ней замешивали неимоверное количество соли, горчицу, хрен и другие доступные приправы. Если отец новорожденного безропотно поглощал предложенную ему стряпню, он считался искупившим страдания жены при родах, испытанных ею в одиночку. Оставшейся кашей заговаривали ребятишек. Чтобы дитя хорошо росло, повитуха поднимала над его головой горшок, приговаривая расти высоко. Если варево вылезало из горшка в сторону печи, можно было надеяться на удачный год, а если наоборот, надо было приготовиться к трудностям и невзгодам. Правда, был способ избавиться от неприятностей, для этого несчастливую посудину вместе с содержимым следовало утопить в полынье ближайшего водоема. 13 число принято считать несчастливым днем. У этого поверья очень древние корни. Как раз 13 января славяне отмечали светодень Мары Зимней, хозяйки зимних стуж и подземного мира Нави. К этому времени она входила в полную силу, и сезонная власть ее над Явью, миром живых, становилась безраздельной. Праздником в обычном понимании этого слова Марин день не являлся, однако почтить черную погибель одной из имен Мары Марены было необходимо, чтобы паче чаяния не навлечь на себя ее гнев. Предание гласит, что в 13-й день второго зимнего месяца мрачные подземелья Нави покидают 13 сестриц-трясовиц, дочерей Мары, напастей для людского племени с говорящими именами: Агнея, Знобея, Гнетея, Ламея, Хрипея, Трясея, Пухлея, Сухея, Глухея, Желтея, Чернея, Хладея и Старея. Все эти существа способны были принести вред и сами по себе, да вдобавок их активно использовали ведьмаки для наведения разнообразных сглазов и порчи. Одним словом, для обычного человека такой день лучше было провести за забором собственного дома, носа не высовывая наружу. Хозяйки в Марин день с раннего утра окуривали дом полынным дымом, призванным отвести зло, и мыли полы отваром вербы, ослабляющим всякое колдовство. А те, кто желал наверняка спастись от опасности, прибегали к помощи домового. В ночь на 13 января ему обязательно на видном месте оставляли еду, а утром использовали немного бытовой магии. Из закромов хозяин дома доставал яичко, хранящее силу праздника Ярила Вешнего, отмечаемого в апреле. Ставили рядом с ним зажженную свечу и читали старинный заговор к домовому, где просили его изгнать лихо с избы, отвести горе от семьи. После чтения заговора свечу тушили и оставляли вместе с яйцом на видном месте. Волхвы выказывали Маре особое почтение, они проводили в ее честь специальный профессиональный ритуал. К высохшему дереву, найденному в лесной чащобе, требовалось положить заговоренный собачий череп. По веткам развешивались звериные шкуры, и к этому импровизированному алтарю ведающие несли необычные подношения: вареные яйца с воткнутыми в них навьими костями, заостренными костями животных с наложенными на них чарами и обожженные на костре перепеки, пресные лепешки. На яичный белок при необходимости наносились человеческой кровью знаки, зовущие силу темной хозяйки, чтобы излечить недужных или наоборот наложить на кого-то заклятие. Интересно, что при проведении обряда для всей общины использование крови строжайше запрещалось, чтобы сила колдовства не превысила способности волхвов ее обуздать. Стоит изучить многие славянские праздники, как обнаруживается удивительный факт. За ними стоят древние традиции славянского православия. 21 января наши предки отмечали праздник рождения нового солнца – Просенец. Особое почитание полагалось в этот день младшему брату прародителя рода, богу Крышеню, покровителю людского племени и мира Яви. Легенда гласит, что в день торжества Крышень подарил славянским племенам огонь, способный растопить зимние льды, и пролил с небес же вотворящую сурью, жидкость, делающую все земные воды источником здоровья и вечной молодости. Обратите внимание, сурья переводится с санскрита как солнце. Утренний комплекс йогов называется сурья-намаскар, то есть приветствие солнцу. Сурья – имя бога солнца в индуизме. Мы еще раз видим несомненное сходство индийской и славянской мифологии.
На просенец всякий, желающий подтвердить свою веру в богов и обрести крепость тела и духа, должен был трижды окунуться в прорубь. А вода с частицей небесной сварги сохранялась в каждом доме как наилучшее средство от любой хвори. Иначе говоря, славяне совершали те же ритуалы, которые в наши дни православные верующие исполняют в день крещения, 19 января. А на славянских капищах волхвы возносили молитвы Ярили Солнцу, который со дня просенца от старославянского «просиять» понемногу начинал согревать землю, приближая наступление весны. Ярилу просили возродить явь после ледяной зимы, принести в мир солнечное тепло и радость, даровать плодородие земле и благополучие людям. После соблюдения всех обрядов наступало время изобильных праздничных застолий. Главным угощением было земное воплощение Сурьи, напиток из медов и целебных трав, обладающий, согласно поверью, теми же живительными свойствами, что и его небесный двойник. Кроме Сурьи на столы выставлялось огромное количество молочных продуктов – сыров, творога, масла и всего, что можно было из них приготовить. Наши предки были убеждены, если их стол будет ломиться от яств, то и весь год они проживут безбедно. В противном случае боги разгневаются на неуважение смертных и накажут их неурожаями, болезнями и другими напастями. У всякого, кто хочет следовать славянским традициям, есть возможность очиститься с помощью простого заговора. Для него в ночь на 21 января нужно налить в тарелку чистой воды, положить в нее любую вещицу из серебра и произнести наговор. «Черные разговоры, всякие разговоры, все худое и недобрая вода с меня смоет. Той водой лицо умою, тело очищу, сердце очищу, ум очищу. Да будет так». Эти слова следует прочесть столько раз, сколько выполняющему ритуал исполнилось полных лет. Затем вода выставляется на окно до утра, а утром ею полагается трижды умыться. В самом конце месяца 28 января наступало время Велесичей или кудес. Всеобщее почитание в этот день выказывалось Велесовым детям, духом-охранителям домашнего очага, домовым хозяевам. Легенда рассказывает, что часть небесного воинства спустилась некогда с небес на землю и поселилась среди людей. Оказавшиеся в лесу сделались лешими, упавшие в воду превратились в водяных, ну а те, кто прижился в человеческих жилищах, стали домовыми. Они редко показывались людям, но изредка их можно было увидеть в облике маленького лохматого мужичка, черного кота или даже отражения в зеркале. К статусу домашнего хранителя домовые относились со всей серьезностью. Дедушки-соседушки, другое название домовых, бдительно присматривали за хозяйством, следили, чтобы люди вели дом рачительно, содержали его в чистоте, не забывали вовремя выполнять необходимые обряды. Если же хозяйство велось плохо, домовой выражал семье свое недовольство, в доме начинали пропадать вещи, а те, что не пропадали, могли выпасть прямо из рук и сломаться или разбиться. По ночам в домах нерадивых хозяев раздавались пугающие шумы и шорохи, не давая людям спать. Так продолжалось до тех пор, покуда дела в доме не приводились в порядок. Если же нареканий к обитателям дома не было, домовой мог подать знак о скорых положительных переменах, ожидающих семейства. В этом случае на окне не в положенный срок расцветали цветы или находились давно утерянные предметы. Кроме бытовых вопросов, домовые отвечали и за энергетику в доме, умело нейтрализовали приносимые через порог извне порчу с глаз и другое недоброе ведовство. Несколько раз в течение года дедушкам-соседушкам нужно было выказывать особое уважение. В этих случаях на ночь на столе оставляли кружку молока и ломоть свежего хлеба или другой выпечки, чтобы домашний дух угостился на славу. Если поутру обнаруживалось, что подношение принято, можно было рассчитывать на его доброе и заботливое отношение к хозяевам. В день Велесичей угостить домового самой вкусной пищей в доме было недостаточно. Чтобы задобрить его, следовало всей семьей петь ему песни и рассказывать сказки, а также кудесить, совершать разнообразные безобидные чудачества, чтобы развлечь маленького соседа. А вечером совершался обычный ритуал. На стол ставили молоко и пирог хозяину дома на наше совместное житье и благополучие, кланялись на все 4 угла избы и отправлялись спать. И утром домовой, которого накормили и позабавили, снова принимался за свою службу. Автор статьи Екатерина Кравцова.
Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.